Друзья, всем привет! Серферы и бездельники, мои любимые девианты. Начинаем наш последний эфир, четвертый сегодня уже, вечерний моноэфир, 22:32 в Киеве. Самое время провести с вами часок времени, когда многие из вас уже будут засыпать под звуки тревоги, там, жужжащих шахедов, тем, кому не повезло, а тем, кому повезло в тишине и в спокойствии, и слушать голос истины, который льется с моего канала. И я вчера должен был выходить, значит, в эфир. Ну, у нас было вчера тоже много эфиров, мы очень хорошо по повестке прошли, поэтому я решила сегодня перевести. Тут говорят, пригласите Марию Барабаш, я ее приглашу в ближайшее время, она мне сегодня отписывалась. Значит, она тем более в Штатах была недавно. И, собственно, о чем я хотел поговорить, ну, очень быстро меняется повестка, точнее говоря, есть рамочные вещи, которые происходят, а есть тактика, которая мінлива, як кажуть українською мовою, там постоянно меняется. И что я хочу выделить из последнего, там, да, вот что привлекает внимание. Ну, естественно, Трамп сегодня опять отжигал и разразился новыми заявлениями. Потом саммит Совета Европы и вот эти все маневры европейцев по поводу формирования какой-то общей оборонной политики, которая была вчера. И статья Валерия Залужного, которая появилась тоже вчера, его выступление, где он произнес ряд интересных вещей, которые показывают, что Валерий Залужный играет с бритами. И, в общем-то, то, о чем многие знали кулуарно, там, подозревали там, тех, кто не в кулуарах, вот оно уже вербализировано в виде конкретных месседжей. Значит, ну давайте пройдемся по пунктам, как бы там, да, давайте пройдемся сначала с Трампа. Что там Трамп сегодня наговорил, потому что наговорил он много. Так, ну вот сегодня Трамп сказал, сейчас вот думаю, как лучше процитировать. Ну, во-первых, он верит Путину, там, да, ну вот прямые цитаты. Знаете, я ему верю, его спрашивают, Путин бомбит Украину, как вы знаете, сегодня была атака на ГТС с утра, и она была достаточно такой масштабной. Значит, что пишет, что говорит Трамп? Ему задают такой вопрос. Путин бомбит Украину, вы все еще верите ему, когда он говорит, что хочет мира? Я ему, знаете ли, верю, мы хорошо ладим с Россией, но прямо сейчас они бомбят к чертовой матери Украину. Честно говоря, мне приходится тяжелее с Украиной. У них нет карт. Как вы знаете, будет встреча в Саудовской Аравии на следующей неделе. И я нахожу, что в плане финального соглашения она будет проще с Россией. Что удивительно, так как у них есть все карты. И они бомбят их к чертовой матери. Я сделал заявление, очень сильное заявление. Вы не можете этого делать. Мы пытаемся помочь им Украине, и Украине нужно быстрее реагировать, чтобы сделать эту работу. Ну, Трамп намекает на заявление, когда он сказал, что там какие-то новые санкции ведут, поблокируют еще там их финансовую систему, так типа пригрозил. Уоллс добавил, его советник по безопасности. Украина упустила возможность заключить ресурсную сделку, но, думаю, мы вернемся обратно на трек. На следующей неделе мы с Рубио встречаемся с украинской делегацией в Саудовской Аравии, чтобы вернуться на трек, прекратить огонь и заключить мир. Сегодня Зеленский также сказал, что контакты с США достигли там пика и с новой администрацией, и поэтому активно как бы они готовятся к этой встрече в Саудовской Аравии. Я думаю, что мы, кстати, позовем на выходные Мохаммеда Фарджалаха для того, чтобы по саудовской повестке пройтись, потому что он как раз там очень хорошо разбирается. Так, у Трампа спрашивают, как вы думаете, Путин пользуется американской приостановкой военной помощи и обменом разведданными? Трамп отвечает, он делает то, что сделал бы другой. Я думаю, что он хочет, чтобы это остановилось. Я думаю, что он бьет по ним еще сильнее. Любой в его положении так бы делал сейчас. Он хочет это закончить, и я думаю, Украина хочет это закончить. Я имею в виду войну. Но я не вижу, по всей видимости, усилий со стороны Украины. Это сумасшествие, их ужасно наказывают. Я не до конца понимаю это. Но я подозреваю, что Путин это
что он, Путина имеет в виду, хочет закончить. Уоллс говорит, он хочет, господин президент. Россия несет огромные потери на фронте. Трамп, они оба несут потери. Ему задают такой вопрос. Вы сказали, что Россия разносит Украину. Почему бы не передать Украине ПВО? И что произойдет, когда у Украины закончится оружие? Трамп. Хороший вопрос. Поэтому я хочу знать, что они хотят урегулирования. Я не знаю, хотят ли они урегулирования. Если бы они не хотят урегулирования, мы уходим оттуда. Ну, то есть прямая угроза, которую она уже, в общем-то, тоже озвучила. Потому что мы хотим урегулирования. Я делаю это, чтобы остановить смерть. Я думаю, что Путин будет более щедрым, чем он должен. Это хорошо. Потому что это означает много хороших вещей. Ну, там Трамп еще намекал, что у него есть какие-то знания относительно того, значит, какая там сделка может быть с Путиным. Значит, Нобелевский комитет сказал, что вы должны обеспечить гарантии безопасности Украины, чтобы вас можно было номинировать, если такая возможность. Перед тем, как я начну думать об этом, я хочу урегулировать войну, закончить ее, потому что если не я, то этого никто не делает. Вопрос гарантии – это простая часть. Ну, ха-ха-ха, но это как раз не простая часть, это самая тяжелая часть. Потому что вопрос гарантии – это вопрос неповторяемости следующей ситуации, либо усложнения возможностей и перспектив войны. Но Трамп считает, и прямая цитата, что тяжелая часть урегулировать. Вот. И, соответственно, вот такие месседжи прозвучали. Значит, у нас продолжают, соответственно, качаться интернет. Я смотрю, там чуть ли не до ненависти, ну, там у некоторых комментаторов доходит, которые вчера еще там не лизали Трампу все, что только можно было облизать, а сейчас, значит, сейчас у них просто приступы истерики, что там чуть ли не фондовые биржи падают, потому что Трамп занял такую позицию с тарифными войнами, со всем остальным. Так я вам скажу, ребята, вы за них не волнуйтесь, потому что та команда, которая сейчас вокруг Трампа, эти криптомиллиардеры, IT-миллиардеры там и прочее рок-старс американского корпоративного бизнеса, я думаю, что они сейчас поднимают огромные бабки на том, что сейчас качают эту ситуацию с тарифами и всей той нестабильностью, которая сейчас характеризует американский фондовый рынок. То есть, если вы внимательно посмотрите, то вы увидите, что большие игроки сейчас скупают биток. Я уверен, что то же самое происходит с акциями там, компаний американских. И поэтому они делают то, что бизнес, который имеет влияние на власть, то есть олигархия, зарабатывает. И в этом плане команда Трампа ничем не отличается там, от всех других команд, которые имели такие возможности в Украине, в Европе и будь где там где-то бы еще не было. Там, да? Соответственно, точно так же, как это всегда бывает, как только они выйдут на приемлемые позиции по скупке этих акций, то потом начнется обратный тренд, поскольку у них все инструменты в руках. Вот, поэтому не переживайте за американский фондовый рынок, у них все хорошо, тем более, что Маск абсолютно как хедлайнер как бы в этих всех тенденций, он фактически обозначил тот курс, который сейчас реализует Америка и будет реализовывать в ближайшие годы. Они хотят на фоне нестабильности в Евразии загнать к себе весь более-менее интересный, хорошо стоящий либо перспективный бизнес, поэтому будут щедро раздавать визы, будут переносить производство. Я буквально пару дней назад узнал интересный такой момент, когда один из производителей дрона, европейский, который работает с нами, в том числе получил интересное предложение, значит, от американцев. Предложили там купить завод в Техасе, они купили. Для того, чтобы зайти, значит, на американский рынок, Маск лично предложил. Вот, и сказал, что Маск сказал этому человеку, что мы создаем такие условия, которые позволят Америке остаться технологическим лидером, и поэтому
Поэтому, если ты хочешь работать на нашем рынке, ты должен сюда прийти со своими деньгами, со своим производством или со своими идеями, то есть не обязательно с деньгами. То есть то, что может дать Америке идеи, деньги и, значит, перспективных людей, это все будет всасываться вот просто. И правило, что, значит, все нормально должно быть на территории США, у них будет правилом номер один. Поэтому вы за Штаты не переживайте, поскольку у них огромная ресурсная база, у них огромная армия, несмотря там на все их проблемы внутренние. Даже если они скатятся там в масштабный кризис, то отголоски этого кризиса будут до нас доноситься очень серьезно и бить по нам тоже очень серьезно. Вот. Теперь тут говорят по поводу Канады. По поводу Канады тут, кстати, тоже интересный был с ними момент, потому что Трамп сделал заявление, что у них есть претензии по поводу Канады, и что Канада ведет себя как часть США. Об этом сказал американский министр торговли Говард Лутник. Он, в частности, сказал, что нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности из-за Арктики. Все согласятся, что Гренландия является жизненно необходимой. Почему Дания там? Что там викинги сотни лет назад что-то делали? А что общего у Дании с Гренландией? Вы знаете этот ответ – ничего. И Лутник же сказал, что Канада давно себя ведет как часть США, и местная молодежь поддержала бы вступление в США. Что говорит президент Трамп, Канада полностью и целиком может положиться на Соединенные Штаты, и вся экономика, значит, точно так же делает относительно США. Они не платят большие вклады в НАТО, потому что прячутся за США, и они знают, что мы их защитим. Скажите, что из озвученного не звучит так, как будто бы это не часть Америки? И еще одна новость, связанная с Канадой, что было заявление по поводу того, что их там не удовлетворяют якобы те границы, которые существуют между Канадой и США, и якобы у США есть какие-то претензии по поводу того, что там что-то не так было разграничено. Ну, в общем, они реально как бы там продолжают повышать ставки, приводят канадцев в бешенство многих. Соответственно, конца и краю пока что этой игре не видно. Я думаю, она будет продолжаться как до упора, пока они Канаду не принудят зайти в союз с ними в таком формате, который бы, как я уже говорил, закроет Штаты с севера и с юга. То есть им необходимо полноценный такой, как бы, полноценный контур вот от Мексики до Канады, который бы гарантировал, что китайские товары не проникают ни через Мексику, ни через Канаду, значит, в США. И учитывая ресурсную емкость Канады, в меньшей степени Мексики, это полностью как бы так обезопасит США от каких-то там внешних колебаний, потому что ресурсы, которые есть у этих двух стран, являющихся соседями США, достаточно для того, чтобы там все, что будет происходить в Евразии, смотреть через телескопы и наблюдать за этим с улыбкой. Значит, Миша Штейнбок появился, пишет: Юра, я так скажу, что кризис США обязательно будет и глубокий, но этот кризис по Украине и по другим частям мира ударит еще сильнее, так что относительно всех остальных Штаты будут в порядке. Общаюсь с нашими в Канаде, там настроение против США очень сильное. Канадцы сейчас обижены США точно так же, как украинцы обижены на Рашку после 22 года. Это относительно простых канадцев. И они отказываются покупать американское, бизнес, рвут контракты, снимают американские флаги, которые везде висели повсюду. Очень сильно зацепили гордость канадцев. Вот.
По крайней мере, в Альберте точно так. Алина Стойловская, тоже наша украинка, которая сейчас в Канаде, пишила: я решила не субсидировать американскую экономику. Ну, я просто я упоминаю этот канадский кейс, мексиканский кейс, для того, чтобы показывать, что Штаты, ну, они сейчас вот действительно ведут такую масштабную игру, которую я обрисовал еще, задачи которой я обрисовал в 2008 году, суть которой заключается в том, чтобы обезопасить себя от дестабилизации в Евразии и спокойненько пересидеться за океаном для того, чтобы потом навязывать свои правила игры и участвовать в качестве ведущей силы при создании архитектуры нового мирового порядка. И вот в этом плане, возвращаясь к нам, то, что они сейчас делают с нами, с Европой, с Россией, оно целиком ложится в эту логику, потому что им необходимо, чтобы, скажем так, все находились в той или иной форме зависимости от них, были в этом плане предсказуемые, управляемые и обеспечивали по ходу решения стратегических задач. И вот давайте просто посмотрим, как они играют с различными площадками. То есть Россия используется как пугало для Европы и для Китая. Путин, я думаю, это прекрасно осознает, и все мечты по поводу того, чтобы американцы обратили внимание и посмотрели в глаза и приняли как равного партнера то, чего хотели все российское руководство, хочет постоянно на протяжении всей российской истории. Вот оно сейчас таким образом реализуется. Трамп дает пас и говорит ребята, пугайте Европу, на которой мы вместе будем зарабатывать. По ходу эта испуганная Европа будет теснее прижиматься к Штатам. И, собственно говоря, Марек Буджиш, который сегодня был у нас в эфире с Кадубиным, первый эфир, советую посмотреть, он как раз собственно говоря, об этом и говорил, что для Трампа важно, чтобы Украина не оказалась за периметром западного мира, то есть с той стороны, где находится Европа, чтобы Россия по ходу не выиграла Украину и, скажем так, Украина, выступая в роли буферной территории, на которой оказывается давление, вызывала ужас у европейцев, что они там будут следующие. И поэтому, Трамп занимает такую позицию относительно разрешения украинского вопроса. То есть нужно создать такой неустойчивый баланс. Это же касается, кстати, и стран Балтии, которые тоже прекрасно понимают, что они следующие. И в случае, если Штаты ослабляют хватку или просто закроют глаза на то, что Путин может полезть туда или полезет туда, то самые жирные страны Европейского Союза или Европы в целом, такие как Германия, Франция, они будут вынуждены бежать на перегонки к США с просьбами о помощи, и американцы прекрасно это понимают. Поэтому, когда Европа начинает сейчас делать громкие заявления относительно того, что мы выделим бюджет 800 миллиардов евро, из которых 150 миллиардов это какие-то новые деньги, которые будут напечатаны то ли под залог той военной техники, которая будет произведена, то ли еще каким-то чудесным образом не появится, а остальное возьмется из бюджетов уже существующих, то я достаточно скептично на это смотрю. Буджиш тоже, кстати, сегодня в эфире об этом сказал, что Европа ограничена в этом плане в своем маневре. Я просто вчера, готовясь к эфиру, просто посмотрел балансы зависимостей, потому что, как вы знаете, я давно сформулировал такую формулу, что вы есть, то, что определяет ваша зависимость, либо зависимости. И
собственно, когда вы смотрите на зависимости, то вы можете понять, что реально может тот или иной субъект. Это касается всего. Это касается личной жизни, это касается корпораций, это касается государств. Поэтому всегда ищите зависимости, и, собственно, вы увидите в зависимостях те ответы, которые позволят вам лучше понять, на что готов тот или иной субъект. Так, и вот я посмотрел эти зависимости. Ну вот смотрим, открываем, да. Например, смотрю структуру товарооборота Германия-США. 23-24 год. Около 220-250 миллиардов в год. США является крупнейшим экспортным рынком Германии за пределами ЕС. Германия один из ключевых партнеров США в Европе, соответственно. Автомобили и запчасти. 25-30% немецкого экспорта в США. Ну, я уже говорил несколько дней назад, что на от 56 до 70 миллиардов долларов в год экспортируют немцы туда свои товары, автомобили и запчасти, соответственно. Грузовики, спецтехника, запасные части тоже туда же. Потом машиностроение, промышленное оборудование, 22% экспорта. Станки, промышленные роботы, металлообрабатывающее оборудование, насосы, компрессоры. Ну, как бы все туда летит. 10-12% фармацевтическая индустрия, химическая продукция, 8-10%. Электроника, электротехническая продукция, 7-9%. Ну, короче говоря, очень много идет из Германии в США. Из США в Германию тоже аэрокосмическая техника, 15-18% импорта. Самолеты, вертолеты, Боинг, авиационные двигатели, запчасти там и так далее. Информационные технологии, электроника 12,5%. Короче, баланс торговли между США, это вот самое интересное, между Германией и США традиционно складывается в пользу Германии с профицитом в размере 50-70 миллиардов долларов в год. Ну и, как мы понимаем, это будет предметом тщательного внимания там, со стороны Трампа и его команды, которые будут принуждать Германию к тому, чтобы этот баланс изменился в другую сторону. И газовая сделка с Россией будет играть в пользу этого, потому что когда Штаты появятся в экспорте российского газа и, возможно, нефти, в Европу, прежде всего в Германию, то та маржа, которую они там будут получать от этого экспорта, вот она как раз будет она позволит им компенсировать вот этот профицит, который Германия имеет в торговле с ними. Плюс они будут контролировать маржинальность, как я уже 250 раз говорил, будут контролировать маржинальность немецкой экономики, поскольку будут обеспечивать газом своим немцев, будут обеспечивать газом российским вместе с россиянами. И, соответственно, Германия просто окажется со всех сторон зажата в этих американских тисках, по большому счету. Вот. Поэтому они, по сути, используют Россию как пугало. Я уже говорил тоже в одном из эфиров, что точно такая же ситуация была с Гитлером, с Германией в первой половине 20 века, когда американцы, решая вопрос Британской империи и выхода в позицию гегемона в мировой системе, они с помощью Гитлера решали вопрос переформатирования Европы таким образом, чтобы ослабить Францию и Великобританию, Советский Союз, с другой стороны, который, опять-таки, тоже использовался ими для того, чтобы угрожать континентальной Европе и создавать давление на нее. И поэтому, с одной стороны, американцы закрывали глаза на то, что Гитлер быстро рос и, собственно, не препятствовали этому росту до определенного момента, а с другой
стороны, перевооружали Советский Союз, который получил тысячи там заводов за относительно невысокую плату, десятки тысяч американских специалистов, которые во времена Великой депрессии там начали приезжать и поднимать советскую промышленность для того, чтобы совок в момент конфликта с Германией смог встретить ее вооруженным соответствующим образом. И в результате это сработало. В результате СССР, в отличие от царской России, был намного, скажем так, более подготовлен в технологическом плане. И хотя, в общем-то, это не спасло там от тех стратегических ошибок, которые были на начальном этапе войны, но, тем не менее, ленд-лиз и плюс вот то, что было развернуто в 30-е годы с помощью американцев, все это способствовало тому, что СССР вышел из войны победителем, фактически начав войну вместе с Гитлером. Так, поэтому... Вот я думаю, что нужно смотреть на этот альянс сквозь призму вот такой логики, потому что есть еще один игрок, Китай, который сейчас в условиях маневров Трампа тоже, мы видим, пытается начать маневрировать и пытается Европе послать сигналы, что он вполне договороспособен. И в этом плане я вчера обещал, значит, зачитать очень такую интересную статью, я нашел. Сейчас, секунду, я ее зачитаю. Это китайский профессор Фэн Юйцзинь. Он преподавал в Институте международных исследований университета Фудань. И сейчас преподает на историческом факультете Пекинского университета. Значит, он написал эту статью в Вичате еще 24 февраля 2025 года. Она очень интересна тем, что значит, демонстрирует, что у китайском, скажем так, в китайском экспертном сообществе существуют не только там сильные пророссийские настроения, но есть вот и такие позиции, которые, самое главное, не закрываются китайским государством. Мы знаем, что там сильная цензура, но он, походу, еще и печатается в западных изданиях. Так вот, что он говорит там в своей статье? Значит, те, кто сейчас поклоняется Трампу как Богу, возможно, забыли, что они годами проповедовали упадок США, но теперь они думают, что Трамп может сделать США всемогущим. Они не чувствовали никакой дисгармонии в этом внезапном повороте событий, потому что их суждения основывались на эмоциях, а не на логике, разуме и совести. Если в Соединенных Штатах и наступил упадок, то 20 января он действительно начался. Россия втайне радуется передышке, которую принес Трамп, но это не решит фундаментальных проблем, с которыми он сталкивается. Традиционная стратегическая культура России, внутренняя защищенность, сильная враждебность к внешнему миру, безграничное стремление к территориальному грабежу, геополитический импульс к поиску сфер влияния, православное мессианское мышление и так далее по-прежнему сильно влияет на ее мировоззрение и внешнеполитическое поведение. Поэтому, если российско-украинская война не будет прекращена справедливым миром, а будет временно заморожена, враждебность России по отношению к внешнему миру будет еще более усиливаться. Возможно, вскоре, когда он накупит определенную силу, он принесет более серьезные вызовы и угрозы внешнему миру и самой России. Раненый медведь более опасен, а влияние России исходит из его разрушительной силы. Отныне главной силой России будут не ее военные силы, а ее возможности ведения гибридной войны, ее великолепные навыки подбрасывания ядом. На протяжении более 10 лет он размахивает знаменем так называемого консерватизма, под он подразумевает Путина, который по сути является популизмом, милитаризмом и империализмом. Не только пользуясь социальными разногласиями в США и даже усугубляя их, чтобы дважды отравить Трампа, чтобы дважды отправить Трампа в Белый дом, но и продолжая привлекать, приобретать сторонников в Европе, в других местах. Это еще раз подсказывает известное высказывание Энгельса. Всякий территориальный грабеж, всякое насилие, всякое угнетение проводилось царским правительством под видом просвещения, либерализма, освобождения народом. И наивные западноевропейские либералы, вплоть до Гладстоуна, верили этому, как столь же наивные консерваторы верили официальным русским фразам о защите православия, сохранении порядка, религии, европейского равновесия сил и святости договоров. Русская дипломатия
ловко обманула две буржуазные партии Европы, говорит Энгельс. Ей и только ей было позволено одновременно ортодоксальной и революционной, консервативной, либеральной, традиционной, просвещенной, поэтому презрение, которое эти русские дипломаты питают к образованному Западу, вполне понятно. Конец цитаты. Точно так же, говорит китаец, мы не можем недооценивать вред, причиненный Трампом, и мы не можем считать его просто бизнесменом, ищущим прибыли. Бизнес-империя Трампа неотделима от поддержки российского капитала, а его формирование идей неделимо от долгосрочного формирования российского глубинного государства. Он не просто бизнесмен, а стратегический инвестиционный проект, которым Россия занимается уже несколько десятилетий. Сегодня он стал агентом, который намного превзошел ожидания своего хозяина. Политическая философия Трампа – это мешанина из меркантилизма в промышленности, торговли, анархизма и авторитаризма в политике, популизма и социальной и культурной сферах, империализма во внешней политике и гангстеризма в силе поведения. Странный запах, который он источает, привлекает всевозможных комаров и мух. Он завоевал множество поклонников в США и других частях мира, и поэтому оказал огромное влияние на мир. В настоящее время мир оказался на опасной грани. Трамп ищет умиротворения в вопросе российско-украинской войны. В системе трансатлантических альянсов появились огромные трещины, а тарифная война несет серьезный ущерб мировой системе торговли и инвестиций. Под ударом Трампа все еще неизвестно, куда движется мир. И хотя нынешний мир сталкивается с огромной неопределенностью, мы должны видеть, что США – это не только Америка Трампа, а мир – это не только мир Америки. Будущее мира зависит от каждого на планете. Важны не только изменения во внешнем мире, но и убеждения и стремления в сердце каждого. Только справедливый мир является прочным миром. Ну, вы знаете, я думаю, если бы я зачитал эту статью, и не сказал бы, что ее написал вот этот вот китайский профессор, а сказал бы, что там условно там ее написал какой-то там немецкий профессор или польский там, или французский интеллектуал, то, собственно говоря, я думаю, чтобы вы не отличили там по стилю, потому что сама стилистика, когда Китай защищает либеральный порядок, ну, она, в общем-то, может показаться странной, но если мы посмотрим на логику, в которой каждый из игроков защищает ту или иную сторону, то становится совершенно очевидным, что почему он это делает. Китай выигрывает от либерального порядка, потому что свобода торговли, на которой настаивали там Штаты еще 50 лет назад, и те правила, которые были созданы, они создали хорошие условия для развития Китая, потому, и он их очень успешно использовал. А в свою очередь Штаты, которые не смогли, или, не знаю, там прозевали момент, когда необходимо было перестраиваться и, участвуя в индустриализации Китая через свои транснациональные корпорации, прозевали тот момент, когда Китай настолько окреп, что стал получать большее выгодоприобретение, чем, собственно, сами Соединенные Штаты. Поэтому они сейчас хотят перейти к новой реиндустриализации, то, о чем я говорил по поводу Маска, значит, и той политики, которую они сейчас разворачивают. И Китай, соответственно, получается, что если Китай топит за то, чтобы эта система там функционировала дальше, то американцы теперь говорят: не, нифига, мы сейчас будем возводить вот эти все тарифные препоны для того, чтобы закрыться от тлетворного влияния Китая, который создал промышленность, которая может закрывать потребности там всего мира. И нам нужна своя промышленность, которая на основе искусственного интеллекта, где мы будем создавать условия монопольные, как я уже говорил, то, что вот вышла Шмидт, по-моему, как бы там, который в Гугле, как бы там появилась информация относительно того, что Штаты просто сейчас будут принимать меры на то, чтобы не допустить вообще, чтобы Китай, прежде всего, либо какая-то третья сторона не получила преимущество в технологии ИИ, в технологии супер и тем самым будут всячески ограничивать доступ к этой технологии и будут всячески способствовать тому, чтобы она развивалась на их территории. Вот, поэтому вот в контексте этого мы видим, что начались вот такие вот отчаянные маневры, когда разные стороны, они пытаются
они пытаются, ну, в общем-то, найти свое место в этой новой реальности, хаотичной реальности Трампа, которую он неустанно генерирует, и пытаться как-то понять, как можно свои интересы защитить. И, собственно, даже наши, так сказать, гаврики, вот, они пытаются искренне, думают, что можно быстро перестроиться в этих условиях и обратиться к Китаю для того, чтобы он выступил, ну, не знаю, там, в качестве балансира, там, да, потому что мы видели, что Ермак сделал там заявление такое, что Украина может обратиться к Китаю. Я скажу, что Украине это никак не поможет, ну, я просто в этом уверен, потому что китайская элита по-прежнему нас рассматривает, и я думаю, что еще какое-то время будет рассматривать сквозь призму того, что Украина марионетка США, и поэтому, ну, как бы такой резкий поворот, ну, никак не сможет произойти, потому что китайцы, точно так же, как и американцы сейчас в своих внешнеполитических устремлениях будут просто сравнивать, что каждая из сторон, что каждый из игроков, с которыми они взаимодействуют, может положить на чашу весов. То есть, с одной стороны, Россия, вот с которой у них там все более-менее понятно, с которой у них там стратегический альянс, с помощью которого они, используя Россию как прокси против Штатов, значит, использовали и, соответственно, отводят от себя удар. А с другой стороны, Украина, там, которая постоянно меняет, как бы там мечется, там непонятно, какая у нее политика, но при этом находится в тотальной зависимости от Европы и от США, и которая, ну, в принципе, ничего не может дать Китаю. Поэтому, ну, это крайне наивно, мне кажется, думать, что Китай вот сейчас возьмет и в условиях, когда Трамп пытается перетащить Путина и Россию на свою сторону, и как бы мотивирует сделать вот такой кульбит в духе там пакта Молотова-Риббентропа, вот, что вместо того, чтобы пытаться убедить Москву в том, что надежнее с Пекином дальше работать, вот, они будут сейчас неустанно ковать новый альянс и, скажем так, сделать ставку на Европу и на Украину, вот, в условиях, когда США и Россия там создали там свой альянс, либо создают этот свой альянс. Почему они создают свой альянс? Потому что, ну, скажем так, что говорит о том, что Штаты и Россия, ну, как бы уже какой-то фрейм, какие-то рамки уже создали. Но я вам скажу то, что вам никто не говорил, возможно, там, что еще 3 недели назад, 2,5-3 недели назад, как раз когда была Мюнхенская конференция, там стало известно, что компании западные, которые должны были уходить из России в свете санкций, того санкционного режима, который был наложен, они получили отмашку от американцев, чтобы они оставались. Причем это касается не только американских, но и касается европейских компаний. Например, Райфайзенбанк, который должен был уходить из России полностью, и оставалось 2 недели до ухода из России, вот, он развернулся на 180 градусов, и так же, как и другие компании, потому что, ну, им сказали, что в принципе все, сделка есть, и не нужно нести там издержки, связанные с этим. И вот я просто апеллирую ну, как бы, к тому, что вот эти вот сейчас ожидания относительно того, что Европа, вот она так развернулась и нам резко все откроет, и мы получим огромные возможности, вот, это, ну, это все останавливается, когда ты просто начинаешь смотреть на их экономические интересы, будь то в взаимоотношениях с США, будь то в взаимоотношениях с Россией, там, либо с Китаем. Поэтому, ну, не переоценивайте вот, вероятность тех поворотов, которые могут произойти. Так, значит, тут, кстати, еще один интересный такой был момент. Я вот смотрю, Туск анонсировал военную
подготовку для взрослых мужчин в Польше из-за угрозы со стороны России и заявил о серьезных переговорах с Францией относительно возможного доступа к ядерному оружию. Об этом он заявил во время выступления в польском парламенте, сообщает агентство Bloomberg. По мнению Туска, Европа может оказаться на грани военного конфликта с Россией в течение следующих лет. Он отметил, что РФ массово перевооружается, мобилизируется, бла-бла-бла. И мы должны осознать, что Польша должна иметь самые современные возможности, связанные с ядерным оружием и современными нетрадиционными вооружениями, подчеркнул Туск. Вот почему мы стоим перед очень серьезной гонкой. Это гонка за безопасность, а не гонка вооружений. Он также сказал, что страна нуждается в полумиллионной армии, включая резервистов, для активного реагирования на возможные угрозы. Правительство готовит программу интенсивных учений для резервистов и так далее. Короче говоря, к концу этого года мы будем иметь готовую модель, чтобы каждый взрослый мужчина в Польше готовился на случай войны, чтобы этот резерв был действительно адекватным возможным угрозам. Он также добавил, что безопасность Польши напрямую зависит от будущего статуса Украины. Если Украина сохранит статус суверенного, полностью независимого прозападного государства, то результатом этой борьбы будет значительно большая безопасность для Польши и Европы. Если Украина проиграет войну или примет условия перемирия и капитуляции таким образом, что это ослабит ее суверенитет и облегчит Путину получение контроля над Украиной, то Польша окажется в значительно более сложной геополитической ситуации. Конец цитаты. Вот. Я думаю, что в этом контексте, то есть понятно, что поляки делают абсолютно правильные вещи, они маневрируют, как Буджич сказал, что Польша сейчас вот оказалась на развилке, на кого делать ставку. С одной стороны, Трамп заявил, что выведет несколько десятков тысяч войск американских из Германии и перебазирует в Польшу, там речь идет, по-моему, там о 38 тысячах, что-то такое. Ну, короче, там 20-30 тысяч американских войск может оказаться в Германии, в Польше и из Германии. И это, соответственно, дает полякам очень сильный аргумент, почему необходимо идти в логике хороших отношений с администрацией Трампа, какой бы сумасбродной она ни казалась, потому что они прекрасно понимают, что у США намного больше возможностей в плане обеспечения защиты Польши, чем у кого бы то ни было на этой планете. Вот. Но с другой стороны, то сумасбродство, которое идет из Белого дома, конечно же, поляков приводит в ужас, и вот это вот заявление по поводу ядерного оружия и доступа к нему в связке с Францией воскрешает, кстати, старые альянсы, которые были между Польшей и Францией еще там во времена, допустим, 18 века, там, если вспомним историю, или же в контексте после Первой мировой войны. То есть поляки интенсивно маневрируют, но ключевой вопрос вот относительно нашей судьбы, что Польша может дать нам. Вот я Буджичу сегодня задавал этот вопрос, потому что все говорят о том, что нам дают, что готовы нас поддерживать, что бла-бла-бла, стратегический союз, что, возможно, Украина там развернет. Было бы хорошо, если бы Украина развернула производство там чего-то там своего на территории Польши. Вот. Но тут же при этом, походу, вспоминают Волынскую резню, там какие-то проблемы торговые и прочие вещи, и говорят о том, что мы там должны в чем-то покаяться. А польский министр обороны не устает постоянно в своем твиттере писать, что их раздражает, поляков раздражает, что украинская молодежь ездит на дорогих машинах и по Польше, значит, значит, им это не нравится. Так поляки должны определиться, чего они хотят. Они хотят, чтобы украинцы там у них жили и работали, и привносили ту динамику в польскую экономику, которую принесли с собой. Вот. Или же, чтобы вся эта молодежь и украинцы, которые не дают им жить, потому что показывают, что украинец может быть богатым и может ездить на дорогих машинах, значит, вместо того, чтобы там коренопреклонно работать где-то на клубнике или там на заводах, вот, и демонстрировать, что, ну, значит, что ничего более ослепительного, чем такая трудовая
мировая перспектива, там этот украинец в своей жизни не видел. Вот. Так вот, я просто полякам в этой ситуации хочу сказать, несмотря на всю свою симпатию к этой стране и являясь как бы симпатиком стратегического союза с ней, что вы должны определиться, то есть вас раздражают богатые, богатые, наверное, и украинцев многих раздражают, и, в общем-то, не только в Украине, в Польше, но там и в Германии, во Франции, много в каких других странах богатые часто раздражают. Но где логика и здравый смысл? То есть вы концентрируетесь на обороне, либо концентрируетесь на перспективе, связанной с теми проблемами, которые может принести ослабление Украины в контексте той сделки, которая сейчас отсвечивается как бы Трампом, и, соответственно, должны готовить комплекс мер, которые должны Польшу усилить, либо же вы дальше продолжаете как бы заниматься вот этим мелким тупорылым хейтом относительно украинцев, и в результате они переедут там в Германию, либо в другие страны, в Испанию там и прочие страны Европы, которые нуждаются в рабочей силе и в капитале, который украинцы с собой принесут. Вот, поэтому поляки сейчас тоже должны определиться, и вместо болтовни о том, что вот как бы нам от можа до можа как бы должна быть как бы это стратегический союз, что хорошо, что вот Польша, помимо значит, Франции, там встрепенула сейчас Турция, и Хакан предложил вот в этом своем последнем интервью Financial Times предложил, значит, сделал предложение, что Турция в условиях, если Штаты бросят Европу один на один со своими проблемами, то Турция могла бы стать важным элементом обеспечения европейской безопасности. И, собственно, это такой действительно очень интересный момент, потому что у Турции хорошая боеспособная армия, и сама по себе она является, значит, как бы крупной державой, которая действительно может играть важную роль и сбалансировать возможности силовые стран Европы, Европейского Союза вот в тех условиях, которые на сегодняшний день мы получили. Но как бы полякам в этой ситуации нужно для Украины как бы конкретно выходить сейчас с конкретными предложениями, так же как и Украина тоже должна обозначить там какую-то перспективу. Если мы получаем нейтральный статус, то гарантирует ли Польша, что вынесенные в том случае, если нас будут блокировать в развитии военных технологий, что сможем ли мы развивать военные технологии на территории Польши, что Польша не будет блокировать доступ к этим заводам, не будет блокировать доступ к, там, условно говоря, к поставке деталей, там, сырью и всему остальному в случае, если это произойдет. Значит, готова ли она подписать с Украиной соответствующие соглашения, как у Польши подписаны с Южной Кореей, для того, чтобы, значит, это все было в соответствующем правовом поле. То есть это конкретика, на самом деле, которую Киев должен сейчас тоже ставить, потому что, ну, как бы это все болтовня по поводу того, что мы вас поддерживаем, там, но солдат давать не будем, там, или мы сейчас подумаем, как эта помощь может быть, в какой перспективе, потому что тут нам Трамп может сказать, и мы заблокируем через свою территорию, значит, ту логистику с обеспечением оружия, которая идет. Но это все заставляет украинцев, и будет заставлять, задаваться вопросом относительно того, ну а за что, за какой статус как бы во взаимоотношениях с Западом ведет борьбу Украина. Я уже в эфире у Буджиша задал этот вопрос. Если мы имели 20 лет назад статус буферного государства, но это буферное государство не находилось в ситуации войны и худо-бедно развивалось, то если нам сегодня предлагают статус буферного государства, но сохраняя как бы статус войны, либо перспективу возобновления этого статуса, но при этом ни Европа, ни Штаты не собираются как бы там давать Украине какие-либо гарантии безопасности, либо принимать ее в соответствующие структуры,
то логично со стороны Украины задать вопрос, за что мы за что мы воюем? За ценности, которые вы сейчас сами подвергаете сомнению, то, что происходит в Штатах в идеологическом эфире по поводу фашизма, который у нас был с Ильей Чедолумой и Алексеем Бебелем, мы вот как раз эти вопросы поднимали. Вот. И на самом Западе, там, в Штатах, прежде всего, идет фундаментальное изменение подходов относительно того, что такое демократия, какой она вообще будет, И эти вопросы сейчас начинают задавать и в самой Европе, там начнется точно такая же фундаментальная перестройка. Так вот, если там и дальше будет такой разводняк по поводу того, что вы давайте, мы вас будем использовать в качестве биты, причем все, и американцы, и европейцы, Макрон использует там Украину в качестве биты против Штатов для того, чтобы показать там Штатам, что Европа выгрызает какую-то субъектность и обещает там по ходу, что вот-вот давайте сделаем перемирие на месяц. Почему на месяц? Или перемирие, которое затронет прекращение боевых действий в воздухе и на море, но при этом сохранится на земле. Опять-таки, почему? Почему только вот именно таким образом? Вот. То есть все это, вот такие вот полумеры, которые сейчас рождает Запад, он не отвечает на ключевой вопрос по поводу цели этой борьбы, которую ведет Украина. Когда оказалось, что НАТО уже нет, собственно говоря, мы начали маневр о том, чтобы вступить в НАТО и в ЕС. Походу оказалось, что НАТО развалилось де-факто, его не существует, потому что Трамп ставит открыто под вопрос 5-ю статью. И, соответственно, если она не работает, то куда мы, собственно говоря, стремимся. Вот. И ЕС, который точно так же шатается под ударами вот этих внутренних и внешних факторов, и мы видим усиление правых, и урбанизация Европы там идет полным ходом, и на этом играет в том числе и команда Трампа через Маска там и так далее. Поэтому вопрос, что мы делаем в этой ситуации, он критически важен. И в этом контексте тут вот подойдем мы к Залужному, потому что Залужный вышел с заявлением в Чатем-хаусе, он там выступил с речью о том, что старый мировой порядок разрушен, новая архитектура европейской безопасности без Украины невозможна. Ну и, собственно говоря, я вот почитал, что он там сказал. Из всего сказанного можно сказать следующее. Первое. Залужный играет в этой ситуации с бритами, потому что он там открыто выступил с критикой администрации Трампа, и это ставит вопрос относительно того, а как он будет в этой архитектуре, которая выстраивается вокруг Украины, где определяющую роль будет играть Штаты, Россия и Европа там в меньшей степени. Вот, потому что на сегодняшний момент Штаты формируют, с русскими формируют ту рамку, в которой будет действовать Украина. И Залужный в этом плане очень четко проявился как человек, который будет ориентироваться на Британию и, соответственно, двигаться в той повестке, в которую разыгрывает Британия. Вот. Ряд вопросов, которые поставил Залужный, вот, и по которым мы можем пройтись. Так, я думаю, что у нас минут 7 еще есть. Полайкайте эфир. Помните, что каждый лайк приводит дополнительных 10 человек. Так, Залужный говорит, що ми маємо говорити про Україну саме у розрізі. Перш за все, заведення війни, але без чіткої фіксації лінії зіткнення неможливо апелювати до подальших дій. Для цього дійсно необхідна підтримка, ймовірно, більше європейська. Двойка, потому что непонятно, а как Европа может зафиксировать вот эту вот четкую фиксацию линии зіткнення, когда они не хотят ни вводить войска, ни боятся это делать, и открыто говорят о том, что они, если введут войска, то сделают это только
после того, как будет зафиксировано перемирие. Дальше. При досягненні сталого справедливого миру Україна має отримати реальні гарантії безпеки. Ну, не одержит она эти гарантии безопасности. Они открытым текстом говорят. Но как бы продолжают. Ежики, как говорится, лезли на кактус, плакали, кололись, но продолжали лезть. Дальше. Україна має сподіватися на справедливе, це вже смішне слово, і повноцінне, вже смішно, відновлення країни, в тому числі за рахунок країни-агресора. Американці сказали, що не будуть вкладувати, значить, інвестиції там в том объеме, как там ожидалось. А именно поэтому как бы наставят на сырьевой сделке, что Трамп говорит, мы будем только забирать то, что дали, как бы там, но вкладывать не будем. Не давая гарантии безопасности, как бы находясь в буферном состоянии, естественно, ну, как бы никакого огромного притока не будет, и европейцы будут смотреть на это, ну, как бы на перспективу Украины в таком же ключе. Так, ну, тогда зачем эти фрази, за которыми ничего не стоит? Так, Україна по воєнний час має бути повністю захищена від російської пропаганди та економічних диверсій. Ну, это такое, как бы, хорошее пожелание, но ради бога. Так, значить, звісно, не вдаючись у подробиці, України в таких ситуаціях необхідно зберегти суб'єктність у відносинах з глобальними гравцями. Ще одне благое пожелання. Ймовірно, для цього потрібно. Перше, посміємося, давайте. Продовжувати наполягати на своїх безпекових інтересах і територіальній цілісності. Ну, вот все точно в такому ключі, як у Банковій. Уникати ролі розмінної монети під час будь-яких міжнародних переговорів. Ну, уже смішно. Второе, шукати баланс між інтересами США, ЄС і Китаю, не допускаючи при цьому підриву суверенітету. Інтересно, яким образом? Ну, баланс, это для нас вообще ключевое слово, но с тем взятием, с которым мы маневрируем, мы можем сказать, что мы являемся этим ломателем любого баланса, потому что везде, где мы проявляемся, то там начинается движ, да, который приводит к тому, что балансы просто идут вот туда. Так, і посилювати міжнародну довіру до України на усіх міжнародних майданчиках та інших країнах світу, яка є основною політичною та в інших країнах світу, яка є основною політичною та фінансовою підтримкою. Ще одна пустая фраза, как бы ни о чем. Вот, поэтому, скажем так, первый выход Залужного в качестве политика, который обозначает себя на возможных выборах, которые, ну, я думаю, что будут в течение там ближайшего полугода, потому что вся конструкция, которая выстраивается, она по поводу этого, и поэтому уже прозвучали вчера сливы относительно того, что полугодовая пауза, выборы и, по всей видимости, подписание, значит, мира с новой, как бы, с новой властью. Вот, как базовая конструкция. Вот, поэтому Залужный вот проявился в этом качестве, обозначил вот ключевое, что мы увидели, обозначение вот в качестве человека, который играет как бы с бритами, но в том, что касается понимания международной политики, но это очень беззубо, как бы там и ну, как бы в традиционно нашем украинском стиле, который мы демонстрируем там последние годы и десятилетия. Вот. Поэтому Мэри Мисс пишет, он же посол Британии, логично, мне кажется. Нет, политика, посол, как бы, который обозначает политику, как бы, там, государства, он обозначает ее исходя из того, какую политику ведет государство, а не как ее мыслит посол, потому что в противном случае, ну, как бы, он может идти в разрезе с интересами государства. Это как Маркарова, которая вместо того, чтобы промолчать, вышла после перепалки Зеленского с Трампом и сказала, что, значит, то письмо, которым апеллировал, значит, Трамп, выступая в Конгрессе, то письмо Зеленского на самом деле было не письмом, а тем заявлением в Твиттере, а самого по себе письма не было. Ну зачем ты это говоришь? На какое государство ты, походу, работаешь? Вот, поэтому все это вот из такой же сферы. Так, Виктория Снегова пишет, пока мы будем думать об интересах других и не пытаться уничтожить при помощи хайпа, слива компромата, стравливания
и не пытаться уничтожить при помощи хайпа, слива, компромата, стравливания всех между собой, ничего не ожидает нас. Вопрос, или мы отбросим сантименты, или нас. 100% подписываюсь под каждым словом. На этом этот эфир можно и закончить. Никаких сантиментов не должно быть, прежде всего, к самим себе. Никаких сантиментов не должно быть к нашим союзникам и партнерам, потому что мы сделали достаточно много для них, для того, чтобы, так же, как и они, кстати, для нас тоже много сделали, но недостаточно для того, чтобы мы чувствовали себя в безопасности после всего, что произошло. Поэтому, тут много можно еще вопросов задавать и много о чем можно спорить, но в любом случае пришло время смотреть на все трезво, цинично, здраво и без наших вот этих розовых очков, которые нас постоянно приводили на грабли, которые очень больно и кроваво бьют по лбу. Во вторник есть смысл чего-то ожидать. Сейчас такое время, когда каждый день есть смысл чего-то ожидать. Очень ускорились все процессы и, соответственно, это делает каждый день и даже каждый час на вес золота. Все. На этом заканчиваем. Обнимаем, целуем. Всем спокойной ночи. Держитесь. Пусть в ваш дом не прилетит шахед, тех, кто находится в Украине, либо ракета. Посмотрю, опять по Одессе фигачат. И до завтра. Завтра тоже мы должны выйти в эфир. Полайкайте эфир, нас смотрело достаточно много, за 4000 человек. И поддержите сбор для Димы Кадубина, его подразделение там рэп попросило. Он на передке сегодня выходил, прямо с передка выходил в эфир. В описании к эфиру найдите ссылку на мою телегу, подпишитесь, и там найдете пост, где на эфир с Мариком Буджишем идет ссылка, и там под этим постом там есть все реквизиты. Все, на этом заканчиваем, пока.